Мы находимся у здания с названием «Дом Шевелевых». Этот дом является памятником архитектуры регионального значения. Сейчас в нем располагается музей-заповедник Пустозерск. Дом был построен во второй половине XIX века в Пустозерске рыбаком-промышленником Николаем Петровичем Шевелевым. В начале XX века Пустозерск представлял собой небольшую северную деревню, в которой не было улиц, дома не были пронумерованы. И чтобы выделить конкретный дом, чтобы была возможность ориентироваться в пространстве деревни, местные жители называли дома в честь их хозяев. Отсюда и название домов – дом Шевелевых, дом Кожевиных, Сумароковых. Но в Нижней-Печоре прозвище давали не только домам и людям, а целым деревням. Пустозерцев за то, что они были остры на язык и за словом в карман не лезли, прозвали ершеглотами. К этому прозвищу пустозерцы относились с самой иронией и шутливо-горделиво подмечали: «Городец ершеглоты, мы одних ершей едим». А, к примеру, у устьян, жителей деревни Устье, прозвище было пустовары, какачи, прозвище жителей деревни Оксино. Подобные прозвища появлялись, как правило, из-за хозяйственного устройства Нижнепечорского региона, в котором главным занятием было рыболовство. Жители различных деревень встречались сезонно, на промыслах, и давали друг другу эти прозвища-дразнилки для эмоционального уничижения соседей. Также была традиция мужских песен, в которых перечислялись характеристики женщин из разных деревень. Но с течением времени происходит интересная метаморфоза. Прозвище становится устоявшимся набором символов. Они становятся частью языка конкретного малого сообщества, становятся его связующей нитью. Знание этих прозвищ, какой конкретной деревне они принадлежали, с легкостью могли провести линию свой-чужой, понять, человек местный или нет. Пустозерск исчез как населенный пункт и существует теперь в новой ипостаси, в виде памятника археологии федерального значения, а его наследником во всех смыслах стал город Нарьян-Мар, появившийся в 30-е годы XX века. Одной из его интересных особенностей является взрыв на придумывание прозвищ новым домам в начале 2000-х. К 21 веку город стал наполнен домами, имеющими прозвища, и их список постоянно пополняется. Подобный народно-творческий процесс объясняется желанием жителей дать постройкам свое, живое, интересное, эмоциональное название, которое будет выделять дом в городском пространстве. Дом перестает быть безликим, просто с названием улицы и номером. Имея собственное имя, придуманное горожанами, он становится частью языка местных жителей, становится частью их жизни. Как правило, имена даются по внешнему виду здания, его форме и ассоциациям, которые он вызывает. На улице Ленина располагается Красная Шапочка. Дом выполнен из белого и красного кирпича. Красный кирпич, по прихоти архитектора, выложен узором, отдаленно напоминающий головной убор. «Титаник» – одно из первых больших многоподъездных зданий в городе. Дом вытянут и имеет автономную котельную с высокой дымящейся трубой. По одной из легенд, сдача этого здания прошла почти одновременно с выходом в прокат фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Бутерброд – дом с прослойкой из красного кирпича. И это только несколько названий. Еще всем нарьян-марцам известны пряничный домик, вышедший как будто из сказки, БЗ, строившийся одновременно с выходом одноименного сериала, Близнецы, Апельсин, Китайская стена и другие. Как вы видите, жители Нарьян-Мара остроумны, творчески подкованы, у них есть стремление к здоровой эмоциональности, и с чувством юмора у них все хорошо. А название домов, помимо помощи в ориентировании, становится набором символов, которые используются всеми горожанами, символами, которые скрепляют всех жителей города в единое сообщество.